Доброго дня, мои дорогие! Сегодня мы с вами будем программировать радиостанцию Zaston D900. Сначала загружаем программное обеспечение по ссылке из описания и устанавливаем его. Затем подключаем к радиостанции кабель, который я заказала вместе с ней. Хочу отметить, что с другими кабелями она работать не будет из-за другой распиновки. Включаем радиостанцию, и компьютер обнаруживает новое устройство Digital Radio in USB Mode. Запускаем программное обеспечение. Для комфортной работы нам надо переключить язык на английский. Совсем другое дело. Радиостанцию я уже прошила, поэтому просто считаем настройки. При чтении или записи радиостанция не реагирует на нажатие кнопок. В конце процесса она перезагружается. Пробежимся по основным пунктам меню. Basic Information – основная информация. Как мы видим, здесь указан частотный диапазон работы радиостанции. В остальных диапазонах она у меня работать отказалась. Также мы видим время последнего программирования, модель, почему-то DR780, серийный номер, версия программного обеспечения и так далее. General Setting. В данном пункте стоит уделить внимание Radio Name и Radio ID. В первом вы вводите уникальное название радиостанции, а во втором – идентификационный номер, состоящий из 6 цифр. Остальные настройки можно не менять. Menu Item. Здесь открываются функции, первоначально недоступные из меню радиостанции. Но расставив везде галочки, нам откроются все возможности радиостанции. Если они, конечно, вам нужны. А то ситуации разные бывают. Button Definitions – назначение клавиш. Топ-баттон я так и не нашла, ее вообще нет на радиостанции. Сайд-баттон 1 и 2. У них одинаковый набор функций как при коротком нажатии, так и при длительном. Все назначаемые функции вы видите у себя на экране. Подраздел One Touch Access. Несмотря на то, что здесь 6 ячеек, использовать можно только 4, так как одной кнопки-то у нас нету. Сюда мы можем назначить вызов или отправку сообщения определенному абоненту нажатием одной кнопки. Number Key Quick Contact Access. При длительном удержании кнопки на цифровой клавиатуре мы переместимся к контакту абонента в меню радиостанции. Text Message. Быстрые текстовые сообщения. В памяти радиостанции их может храниться 50. Privacy Settings. Настройки конфиденциальности вызова. Digit Emergency System. Система оповещения. Digital Contact. Здесь мы вводим всю информацию об абонентах, с которыми мы будем связываться. Digital RX Group Call. Прием групповых вызовов. Он у меня пуст, но если внести небольшие изменения в Digital Contact, ситуация немного изменится. Zone Information. В радиостанции может быть 250 зон по 16 каналов в каждой. Scan List. Тут мы задаем, какие каналы будут сканироваться. Можно выбрать приоритетный канал. Channel Information – информация о канале. Здесь можно выбрать цифры или в аналоге мы будем вещать, на какой частоте, с какой мощностью и так далее. Тут ничего нового и сложного, на мой взгляд, нету, все интуитивно понятно. DTMF сигналинг – тональные сигналы, используемые при аналоговых вызовах. Но теперь нам остается только залить прошивку в радиостанцию, нажав кнопочку Write. На этом все, мои дорогие. Спасибо, что смотрите меня, и до встречи в следующем видео.